Да, ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас на обзоре автомобиля трехлетней давности. Но три важных нюанса. Во-первых, у этой машины огроменный экран во всю переднюю панель. Интересно, да, насколько это эффективно и вообще нужно. Во-вторых, этот автомобиль рекламирует Макс Ферстаппен, действующий чемпион Формулы-1, а Ферстаппен, надеемся, плохого не посоветует. Ну и в-третьих, и самое интересное, вот там вот сидит владелец этого автомобиля. Доволен ли он им, сколько потратил и вообще насколько это все нужно или не нужно, скоро узнаем. Обзор, поехали! Итак, перед нами автомобиль, электромобиль, который называется Honda E. Впервые его показали в 2017 году в виде концепт-кара, тогда он назывался Honda Urban EV. В 2019 году в Европе показали предсерийный автомобиль, тогда он вызвал очень большой интерес. В 2020 году стартовали продажи 40 тысяч предзаказов, только в Европе Honda получила на этот автомобиль. От 30 тысяч евро. Стоит ли своих денег, скоро узнаем. Что у нас снаружи, что по габаритам? Это компактный городской автомобиль. Длина 3,9 метра, ширина 1,75 м, вес 1,5 тонны. В Honda говорят, что это автомобиль чисто для города. Вот только в городских условиях, по возможности его надо эксплуатировать. Преимущество для такого формата: мощный электромотор, низкий центр тяжести, а также радиус поворота 4,3 метра. Три интересных особенности снаружи у этого автомобиля. Передние фары, во-первых, как они выглядят, довольно, так сказать, харизматично, да, необычно, то есть сразу узнается какой-то вот собственный профиль. Так вот, передние и задние фары светодиодные. Есть вот такой вот блок на капоте, неоднозначно, да, обычно сбоку, а тут как-то вот, если что-то где-то, зарядка. Многие из вас уже заметили, зеркал нет. Это камеры заднего вида. Два 6-дюймовых монитора находятся внутри слева и справа. Конкретно в этой машине камеры вместо зеркал — это не просто какая-то модная штука. В Honda E аэродинамика благодаря вот этой конструкции улучшилась на 4%, а еще, как говорят, стал меньше шум от ветра. Багажник. Багажник, конечно, мягко говоря, маловат. Вот зарядка лежит. Если ее положить, она заняла практически все пространство заняла. Коробка лежит, все. Вот она уперлась, больше места нет. Руками закрывается. И задние светодиодные фонари слева и справа. Кстати, вот еще один интересный значок, многие из вас узнали, NFC. У этой машины есть свое фирменное приложение, с помощью которого можно открывать автомобиль. Причем даже не нужно ничего делать, просто со смартфоном подходите вот так вот, и машина открывается, она так заявлено. Сейчас владелец придет, посмотрим, реально ли оно работает. Машина доступна в двух конфигурациях. Это 136 и 154 лошадиные силы, 222 километра на одном заряде и 8 секунд до сотни, что-то не густо. Зато с быстрой зарядкой от 0 до 80% тачка заряжается всего за 30 минут. Так, садимся. Давайте сначала задний диван. Задний диван — это интересно. А вот теперь по-настоящему классные новости, потому что весь YouTube-канал Кейси Нейстата теперь можно посмотреть на русском языке. Спросите как? С помощью функции голосового перевода иностранных видео в Яндекс.Браузере. Смотрите сами. Итак, хотя вы и можете ездить на кибербайке, вы не можете ездить на нем так хорошо, особенно когда вам нужно сделать поворот. Почти любое иностранное видео на английском, французском, итальянском, испанском и даже немецком языках вы можете посмотреть с русской озвучкой. Образование, путешествия, гаджеты, да хоть как поменять фару в автомобиле. Находим нужное видео, нажимаем, вот. Находятся под давлением и могут лопнуть при замене, поэтому я рекомендую надеть перчатки. Теперь все понятно. Короткая инструкция. Скачиваем на телефон Яндекс.Браузер, открываем, скажем, YouTube, канал MKBHD, отличный канал. Нажимаем кнопку «Перевести видео», смотрим. В поколении, в котором все будет по-другому. Если интересно, переводом и озвучкой этих видео занимается нейросеть. До чего дошел прогресс, правда? Специальную ссылку уже внизу, однозначно рекомендуем. Продолжаем. Передние кресла сейчас задвинуты так, что впереди как-то нормально сидеть. Самое классное, конечно, что почти ровный пол, тут маленький такой бугорок. И, в принципе, доехать до какой-нибудь там вечеринки или до какого-нибудь дня рождения впятером вполне, вот так вот. И слева-справа еще для двух дам место. Дверь безрамочная, но вот материалы, прострочечка, разные цвета, классно. Вот приятно здесь ко всему в этой машине прикасаться. Карман вот здесь вот, да, чуть такое. Бальзам для губ? Дети, что ли, оставили? Да. Понятно. А как подстаканники можно использовать? Да. Кармашек вот есть. И что? Смотрите, какой фонарик классный, только сейчас увидел. Раз, два, три, четыре. И люк вот есть. Люк сейчас посмотрим. Вот, фонарь, нашел. А вот что-то ничего не происходит.
Ну, только она же выключена. У тебя вот здесь вот... Нет, подожди, но они и так горят, у тебя дверь А открыта. когда дверь открыта? У тебя А когда все- нажимаю, все два горят. фонаря вот эти выключаются. Да, И это- там два. Ну, в смысле, включаются, да, для чтения света. Офигенно удобно сделано. Вот, ребятки, скажу вам честно, я провел в этой машине меньше минуты. Она мне вот очень уже нравится. Я первый раз это вижу, но уже нравится. Редко такое, но бывает. Более того, часть интерфейсов, это самый кайф, кстати, на крутилочках. Климат там через экран неудобно управлять. Ну неудобно. А здесь пинг-пинг-пинг, быстренько раз-два. Летом то, что нужно. Во-первых, вот сидим так, как сзади, помните, да? Вот сидим вот так вот. Нормально, места хватает. Высота оптимальная. То есть метр 90 даже, да, метр 90 вы будете сидеть здесь хорошо. Коробка переключения передач. Блок. Вот тут вот. Здесь. Так, наугад что-то потянул и обнаружил подстаканник. Что это такое? О, камера. Вот несколько камер. Круговой обзор и спереди. Зеркала. Вот наши зеркала. Значит, раз экран и два экрана. Качество, смотрите, какое. Идеальная практически картинка. Но главный вопрос, как это регулируется, как этим управлять, потому что на двери стандартная регулировка. Вот она. Я думал, что это в компе будет. Ну-ка. Так, левое зеркало. И поворачивается. Камера крутится, смотрите. Вверх, вниз, влево, вправо. Смотрим сюда, и тут открывается целая какая-то вселенная портов и интерфейсов. Во-первых, 220, розетка. Значит, можно положить сюда ноутбук, воткнуть сюда розеточку, зарядочку, и здесь его заряжать. Это что, пыль? В смысле HDMI? Сейчас спросим Артема. 2 USB. Бардачок тоже здоровенный. Вот, смотрите, какая штука поместилась. И еще там место есть. И вот такой вот кармашек справа. Причем кармашек, вот смотрите, IKEA Style регулируется. Это перегородка для стакана или для... Вот тут очки лежат, да? Поставили вот сюда. Нужно поставить сюда, стакан поместить или какой-нибудь там чипсы поставить, орешки. Поставили вот сюда вот. Прокатимся. Сейчас я пыль все выбью. Прокатимся, поговорим с Артемом, как ему эта машина. Посмотрим, что к чему. Следующая часть. Артем. Привет. Привет. Рад знакомству. Так, с нами сегодня еще Еду, наш индийский друг, с которым познакомились недавно. Еду, будешь? Как удобно там, кстати? И Денис. Тебе хватает места? Да. Нет, серьезно? Нет, ну правда хватает. Так, и я сижу Я не нормально. развалился. И ты сидишь нормально. Да. Смотрите, как все хорошо. Так, поехали. Прокатимся. Как тебе комфортно вот в таких местах, типа... Да, эта машина, она прям какая-то идеал для города. Маленькие узкие места. Все, прям хорошо. Значит, расскажи, как она у тебя появилась? Почему эта машина? Где ты взял? Вот по порядку. Так, очень простая история. Я вожу Хонду с 2007 года. Я смекает? просто... Ты не... Ремни- Задние Задние пассажиры обязаны не пристегнуты? пристегнуты. Господа, надо пристегнуться. Делаем. Делайте. О, так спокойно. Так, слушай, динамика хорошая. Написано было 8 секунд до сотни. Ну, 8 секунд до сотни, но это же электродвигатель, поэтому момент тут вообще что надо. Как будто не 8 секунд. Не, ну до сотни 8. Это что за звук? Поворотник. Поворотник такой? Да. Первый раз слышу другой звук поворотника. Много прикольных разных звуков здесь. Ну, и мы немножко отвлеклись. У тебя были Хонды всегда, ты начал говорить. Да, у меня много лет Honda. Я сначала ездил на Цивике, а потом у меня появился Пилот большой, 8-местный, с детьми. Ага. Жена увидела эту машину просто на дороге. Мы гуглили, что это Honda E, полностью электрический автомобиль. Ну, прикольно, в Россию, конечно, не поставляется там. И в итоге, в общем, там с разными ухищрениями я купил эту машину в Германии, привез ее в Беларусь. Через Беларусь привез ее в Россию Всё на сам? автовозах. Ну, там, с помощью всяких людей, которые умеют это делать, там, помогают. Ну, да. ты сам ездил в Германию? Нет. А, Это ну, все то есть было дистанционно. дистанционно. Но я просто конкретно там выбирал ее на всяких там сайтах объявлений Так. и прочее. Вот. Ну и все. И здесь сертификация, всякие ГЛОНАССы и прочее. И вот все. И я счастливый обладатель Honda E. Сколько отдал? 2 миллиона 200 или 2 миллиона 300, мне кажется, примерно вот так вышло. За все. За все. Так это ж недорого. Мне кажется, это хорошо. Да. Но это То был... есть ты выбирал между Лада Гранта и Honda E. Я И впрыгнул выбрал в Honda E. последний вагон. Но тем не менее, давай очень сильно забегая вперед, эта машина сейчас в продаже. Да, я ее продаю.
по геополитическим соображениям. Да, Да. мне больше не нужна машина в Москве, и вот, да, я ее продаю. Что мы видим? Интерфейс, вот это вот все. Это вот оно нужно? Эти два экрана, они абсолютно равнозначны и по смыслу, и по функциональности. Это водителя, это пассажира. И мы можем с тобой меняться экранами. Ты можешь... Вот, а сюда я могу вывести второе приложение – часы. Так. Я вывел часы. А ты их забрал себе, а я себе вывел радио. И вот у нас с тобой... забери себе часы, верни мне настройки. Пожалуйста, да, вот забирай. Я могу здесь кино смотреть? Да. А ты вот свои часы забери себе, а я тут кино смотреть. Это можно? Ну, в этом хоть какой-то смысл есть. Я ни разу не пробовал в движении, наверное, можно. Я много видел в инстаграмах японцев, которые ездят на Honda E, Так. как они Nintendo Switch подключают туда в HDMI и тут играют. Офигенно. Вот HDMI, да, мы тоже Да. обратили внимание вот здесь. У тебя там еще кармашек для телефона. Да. Красоте. Это прям машина, сделанная с любовью к мелочам. Подлокотника не было, что ли, никакого? Подлокотник опция, 350 евро. Где заряжаешь? На каких зарядках? В основном городские. За городом можно воткнуть ее в обычную бытовую розетку, она заряжается за 20 часов примерно. Бывает такое, что ты приезжаешь, а там все зарядки заняты? Бывает. Часто? Да. Нет, скорее нет. Есть такое приложение PlugShare. Оно и владельцы электромобилей пользуются им довольно ответственно. Ты, когда приезжаешь на зарядку, ты чекинишься. И там можно посмотреть, свободна зарядка или занята. Если увидели владельца, который Да. пришел забирать машину, не отметился, прям подойдут и скажут: ну как же так, ну вот ты поставил, а PlugShare не отметился. Вот это быстрые заправки оранжевые, это которые 50-киловаттники. Зеленые это обычные заправки. Ну и вот, пожалуйста. Нифига себе, каких много. Их прям много. А так не сказать, что я вот как-то с виду сходу вообще ничего не видно. Ну, А их прям много? дофигища. Вот это наше депо, там и там еще какие-то скоростные. Короче говоря, оправдались ли твои ожидания от электромобиля вот в крупном городе? Да, 200%. Поехал бы ты на ней в Нижний Новгород, допустим? Нет, ну только если прям устроить тебе челлендж. Как доехать до Нижнего Новгорода, найти все заранее там заправки. Понятно. И подумать, ну ты же доедешь до заправки, Да. и тебе нужно остановиться, заряжаться. Даже если она быстрая, там 1,5 часа. Ага. Но ты прям должен так спланировать, чтобы ты 1,5 часа чем-то там был занят. Там, либо ты поработал, либо если ты с детьми их надо там развлечь. Ну то есть это прям целое дело. Согласен. Сколько максимум людей здесь ездит? Или ездило, или там бывает? 5? Здесь 4 ремня безопасности. У А, меня понятно. младшему 2 года. Я ставлю детское кресло, и тогда девчонки сидят здесь, но одна без ремня. Ага. Вот. Ну и да, вот они так и ездили. Но, конечно, 4 людям здесь комфортно, 5 тесновато. Самое интересное, камеры. Вот мы видим прекраснейшее качество картинки в камере. Да, в том числе и ночью там все хорошо видно. Они работают всегда, правильно я понимаю? Они включены всегда, и это, мне кажется, наверное, по закону положено, потому Да. что это зеркало заднего вида. Все отлично, привыкаешь за 2 часа. Так. Есть, например, сравнение с Audi e-tron, где камера расположена вот здесь в двери. Это Так, очень кстати, странный экспириенс. Ты прям долго не можешь привыкнуть, потому что у тебя за много лет вождения есть какой-то рефлекс. Когда ты смотришь, ну вот, Слушай, качество какое, а? Вот картинка да, фантастическая. да. Вот ты когда смотришь вот сюда, да, условно говоря, Да. в зеркало заднего вида, и ты, в принципе, когда смотришь в эту камеру, ты почти не меняешь свою привычку вот этот вот бросить взгляд. А в e-tron, когда ты смотришь в пустоту, и тебе кажется, что там нет машины, Ага. и ты можешь перестроиться там в кого-нибудь, там как-то это вот значительно сложнее. Здесь прям очень так естественно, как-то очень похоже на обычные зеркала. Господа, как вам сидится? Еду, что скажешь? В Индии есть такие автомобили? Мне кажется, нет. Honda или BMW. А- Это еще маленькая какая-то машина, я не знаю. Тата. Не так. А на чем в Индии ездит? Но в Индии тоже проблема, что у нас нет такой городской системы зарядка. Вот так вот. Из дома нужно делать. И тогда это должен быть очень большая цена. Да. Конец месяца электричества. Поэтому нет много людей пока используют электронную автомобиль. То есть мало электрических автомобилей? Да, Да? в данный момент так. А у тебя есть машина? Да. Как? Да, i10. Акцент. i10. i10. Да. Но бензиновая. Тоже маленькая. А тоже мало. Еще раз, господа, как сзади сидится, Денис? Ну, Может быть, долго ехать куда-то было бы некомфортно. В Сочи ты, в Воронеж ты бы поехал на такой машине? В Воронеж недолго ехать, да. Оу! Это максимум ты сейчас нажал? Ну, это я в пол нажал, но это даже не спортивный режим, это просто тут еще норма- спортивный normal есть? mode, да, Ну-ка, тут ну-ка, есть давай этот вот попробуем. спорт. Так, Вот, ну, я, честно говоря, не знаю.
Ну, неплохо. На трассе, то есть, как-то можно, да? Ну, то есть там обгоняешь ты прям всегда очень динамично, она быстрее большинства машин. А апдейты какие-то тут у тебя приходят? Тут есть хондовское приложение, там и удаленное управление с айфоном, и климатом, и всем, но в России Да. нельзя. Пока не забыл, у тебя значок NFC на двери по поводу приложения. Оно работает? В России нет. Блин, серьезно? Это же самая фишка. С телефона можно все С делать. телефона можно все делать. Открывайте с телефона. Да. И это все не работает. Не работает. Не И работает. вряд Ты просто ли, не можешь. вряд ли заработает. Ты не можешь создать пару с телефоном с машиной, потому что ты доходишь до последней стадии, когда тебе нужно ввести какой-то пин, он Да. говорит, произошла ошибка. И ты пишешь в Хонду и говоришь, так и так, произошла ошибка. Они тебе говорят, извините, мы не поддерживаем Россию. Ты говоришь, hold on, ну ладно, ну какая разница, в России, не в России, я вот хочу там пару, это. И они тебе говорят, извините, не можем ответить на ваш вопрос, потому что мы не поддерживаем Россию. Понятно. По обслуживанию. Ездил куда-то вот за эти 7 тысяч? Нет. Вообще ничего Ну, не делал? электромобиль, какой тут обслуживание? Ну, Тут- колодки там, не колодки. Так, тут One Pedal Drive. Вот если ты обратил внимание, я еще ни разу не нажал на тормоз, сколько мы с тобой едем. Ты просто ладно. отпускаешь газ, она останавливается. Ну, Ты это нажимаешь на газ, рекуперация. она едет. Рекуперация, То есть да. ты настолько наловчился, что вообще тормозом не Да, пользуешься? вот эта вот кнопочка, видишь, One Pedal Drive. Такая педаль вниз, педаль вверх нарисована. Если приедет машина быстро затормозит, он сам тоже нажмет на тормоз. Машина сама. Да, да, да. А, там у тебя еще и там и датчик стоит. Датчики, да, камеры, все стоит. Офигенно. Вижу, что у тебя камера постоянно работает. Да, А мне ты- комфортно. Вот можно оптическое зеркало использовать, тогда он так просто подожди. отражает. Слушай, серьезно? А можно включать, так, и вот можно- он здесь значок камеры показывает, потому что это тоже, видимо, по закону положено, чтобы ты знал, что это цифровое изображение. Офигенно. Еду, что скажешь? Я тоже думаю. Прикольно? Ну ты же из Индии. Гендиректор Google из Индии. Да. Тебе все эти фишки должны быть вообще Это с полпинка. Да. Потом все машины выйдут, будет такое. Всем будут такие? Будут такие. А что ты приехал сюда? Учишься здесь? Да. Где? В Рудене? Да. На кого? Филология. И как? Нравится? Да, до сих пор очень круто. Давай-ка теперь, пожалуйста, о минусах. Ну, пробег маленький от зарядки. Это не минус, это такое прям известное ограничение. это Надо особенность. прям понимать, что это городской автомобиль без иллюзий. А отсутствие российской поддержки. Поддержки. То есть ты с телефона ничего не делаешь, хотя, конечно, было бы классно. Ты ее зимой хочу подогреть салон. Ага. И пришел, она уже тепленькая, ты там Да. сел. Вот это все не работает, недоступно. Ну вообще ничего не скрипит. Слушай, сборка, вот я пытался где-то... Это японская сборка. Они все да? Е собирают в Японии. Расскажи-ка ты, почему ее продаешь еще раз? Вернемся к этому. Уезжаешь куда? Да, уже. А чем Да. занимаешься? IT? IT. Ну тогда тут все ситуация сразу уже понятна. Да, так что На Кипр. ни к чему, на Кипр, ни к чему этой машине тут стоять, ржаветь, и машина должна ездить, конечно. Ну продаешь ты ее дороже, насколько я Дороже. понял. Ну, во-первых, я просто посмотрел на рынок. Так. В России таких машин продается ровно 0. Мгм. И есть довольно много объявлений, где предлагают праворукую Honda E привезти из Японии там с подобным пробегом за там 2600, 2700. Ага. Вот, поэтому я сейчас ее поставил за 3200. Наверное, готов торговаться. Готов торговаться. Can I ask a question? Yes. Is it cheaper to buy a Honda in Japan and bring it through Vladivostok to Russia, or to buy it in Europe and bring it the way you did through Belarus to Russia? Well, first of all, you'll have steering wheel on the other side. But I haven't checked. I guess cheaper from Europe. I would say. Кстати, по поводу экономии еще. Не рассказал ты, сколько стоит зарядить машину? Сколько тратишь на электроэнергию? Вот в городе и там, может быть, считал за городом у себя? Не считал. Вообще? Ну, то есть вообще не считал. В городе все городские заправки бесплатные. Подожди, вообще все? Да, все, что городское. Более того, парковка бесплатная для электромобилей. Это да, Налог это- ноль на электромобили. Да. То есть прям комфортно. Ты не считал, сколько ты потратил на зарядку этой машины вот всего? Да, и я потратил, мне кажется, меньше 2000 рублей, потому что я пользуюсь городской инфраструктурой. За 7 очень тысяч километров доволен. ты потратил 2000 рублей. Да. Это хорошо. Ну нет, хорошо, я еще за городом сколько-то раз там заряжал. 3000 рублей. В Тульской области там киловатт, наверное, стоит там 1,5 рубля. Ну Понятно. там вообще ни о чем. Зарядить машину 70 рублей. Слушай, а страховка у тебя есть на нее? Какая-нибудь касса там? ОСАГО, нет, А каска? ее никто не страхует. 300 тысяч рублей мне посчитали, 300 предложили. тысяч? Ну, запчастей нет, машина уникальная, как бы, какой смысл ее отказ, кто же ее возьмет страховать? То есть Вот ты- это минус, да, вот. Вот минус. Вот Вот минус, это прям, да, вот это да, прям да. минус. Ну вот смотри, вот мы стоим в пробке уже там 10 минут. А у тебя там сейчас будет сколько-то мало процентов.
Да, Или зимой, скажем? Зимой быстрее садится батарейка? быстрее, конечно, особенно если ты с печкой. Вот зимой у меня прям были моменты, Так. когда я боялся, что она разрядится. Не когда ты в пробке стоишь, а когда ты там едешь куда-нибудь, и она разряжается, и я прям выключал печку, и в салоне так становится прохладно. Ты думаешь, так, ладно, окей, я потерплю, лучше сэкономлю, чтобы не попасть часом. Ты себе включил подогрев одного места коленкой. О, слушай, вот еще второй минус нашелся. Да, Это, да. это довольно удобный как бы, способ сидения, но видишь, она раз, да, и вот, да, слушай, прям, идеально прям, да. нажимается. Так мягко. Причем сделано так вот. Не стукаешься, а нежно нажимаешь. Да, быстро нагревается. Слушай, уже нагрело. Вот так сделала. Прям сильно накочегарила. Kim, Да, we haven't tried the music. мьюзик. Как тут музыка? Хорошая? Ну, я не меломан, но Можно? прям это, да, конечно, конечно. Нифига себе музыка. И тут нас забанят на YouTube за нарушение авторских прав. Что, будешь скучать по миру роскоши и гламура и Роллс-Ройсов? Да, ну не столько роскоши и гламура, но, конечно, в Москве есть какие-то уникальные особенности. Там, у меня не столько роскоши и гламур, Ну и какой сколько пиджак у человека. нажимаешь на кнопку, и у тебя через 15 минут продукты у двери. Это Вот. да. Это да. Или Tesla Model Y вот стоит, пожалуйста. Ну что, господа, вам понравилось? Удобно было? Очень. Иду. Смотри, у нас есть продавец и есть покупатель. Очень удачно. Артем, спасибо тебе большое. Да и вам спасибо. уделенное время. Куча фана. Капот открывается, да? Да, конечно. Удивительно, Открой, у пожалуйста. машины открывается капот. Так. Я был уверен, что... Все стандартно. Тут где-то такая фишечка. Хопа. Подожди, только обычно вот этого всего не видно, обычно только заливная горловина. А тут все есть. Все есть, все как надо. Кстати, вот, да, смотрите. Так. Значит, берем, снимаем. Это японская фишка. Предохранители и, внимание, пинцетик для вынимания предохранителей. Удобно? Да, вполне. Прикольно. Ладно, здорово. Ну, ребятушки, вот такая вот история. Машина стоит 30, можно закрывать, 30 тысяч евро. Прямо сейчас в Европе от 30 тысяч евро. Ну, с текущим курсом, если вам как-то удастся этими деньгами воспользоваться, возможно, имеет смысл. Значит, Артем продает ее за 3 200. 900. Хорошо. Ну, значит, торг возможно. Зависит, естественно, от человека. Если как-то сможете договориться, если автомобиль к этому времени, пока мы смонтируем, это видео еще будет продаваться, то вот, пожалуйста. Артем, еще раз спасибо. Вот такие вот необычные машины, вот такие вот необычные люди. Жалко, что машины продаются, а люди уезжают, но это отдельная история. Ждем ваши комментарии. Еще раз огромное тебе спасибо, удачи на Кипре и увидимся. Пока. Ждем ваши комментарии.